Друзья, всем привет! С вами проект Power Device. Сейчас хочу поговорить о искусственном интеллекте Gemini, а именно о том, что в нем доработали одну интересную фишку. Я думаю, большинству она понравится. Видео будет совсем коротким, досматривайте его до конца, чтобы все подробно узнать и правильно сделать. Итак, приступим. К слову, должен сказать, если вы вообще не знаете, что такое Gemini искусственный интеллект, и как его установить себе на телефон, об этом я снимал отдельный ролик. На самом деле это очень крутое приложение, которое помогает во всех аспектах. Ссылку на мои предыдущие ролики по этому поводу оставлю внизу в описании. Если быть вкратце, вы просто скачиваете APK-файл Gemini, устанавливаете его себе на телефон, потом заходите в настройки. Все это можно настроить практически на любом Android-телефоне. Например, на Xiaomi я дальше захожу в другие способы подключения. Частный DNS-сервер. Прописываю здесь вот такой сервер. Это может быть как роутер coms.one, так и xbox.dns.ru. Все это я скидываю в свой телеграм-канал. Эти DNS-серверы работают на постоянке с вашим телефоном. Работе телефона они никак не мешают, но именно с ними Gemini активируется. Двигаемся дальше. Смотрите, в чем суть ролика. Я вызываю Gemini, захожу в лайв режим, шагаю назад. Многие из вас, кто пользуется этим искусственным интеллектом, создают здесь изображение. Gemini очень хорош в этом. Например, смотрите. Создай изображение. Кот в кратере Луны катается на скейтборде. Gemini очень четко понимает каждую деталь, которую вы описываете. Чем подробнее будет описание, тем подробнее реализуется изображение. Естественно, все эти изображения можно скачивать в высоком разрешении. Теперь смотрите, что я делаю. Создай изображение, кот в кратере Луны катается на скейтборде в стиле абстракции. Это одна из фишек, которую научился делать Gemini в недавнем времени. То есть раньше этот искусственный интеллект мог создавать только вот такие картинки, так скажем, более реалистичные. Теперь же вы можете уточнять, какие стили вам нужно создать. Создай изображение. Человек на Луне качается на качели в стиле аниме. К слову говоря, это еще не все, чему научился Gemini. Ну а пока вы можете попробовать создавать такие картинки, уточняйте, в каком стиле вы хотите создать изображение, все зависит от вашего воображения. Также, наверное, самая главная часть этого видео отнюдь не это. Посмотрите, если вы давно наблюдаете за моим каналом и пользуетесь Gemini, то вы, наверное, заметили, что этот искусственный интеллект создает картинки только вот в таком стиле, то есть в определенном разрешении в форме квадрата. Так вот, друзья, в недавнем времени Gemini научился делать еще и различные разрешения, то есть форму изображений. Я считаю это очень круто и важно. Сейчас приведу примеры, как правильно это сделать. Сюда я вставляю тот же текст «Создай изображение, кот катается в кратере Луны на скейтборде». Но теперь в конце я добавляю надпись. В альбомном формате. Создаем. Пожалуйста, друзья, Gemini создал изображение в таком формате, в котором я его попросил. Раньше он не мог этого делать. Изначально здесь можно было создавать только вот такие квадратные изображения, как я уже сказал. Сейчас же, видите, он создает вот такую форму. Например, если я открою это изображение через галерею, я его вот таким образом поворачиваю, и оно пропорционально растягивается нашему горизонтальному формату. Это еще не самое главное. Как вам такое, что Gemini теперь может создавать обои на телефон, то есть в вертикальном формате? Ведь раньше, когда он создавал вот такие квадратные изображения, если мы его растягивали на весь экран, то оно слишком увеличивалось. Это абсолютно не подходит для обоев на телефон. Делаю практически все то же самое. Все тот же кот катается на Луне, только сейчас уже добавляю в вертикальном формате. Пожалуйста, друзья, теперь он может создавать такое. Вы просто скачиваете данное изображение. К слову говоря, не забывайте, что когда вы в Gemini вот таким образом просматриваете изображение, оно здесь в самом низком качестве, но когда вы его скачиваете, оно уже будет в формате 2К и более. Но самое важное в создании обоев – это объединение всех этих функций. Создай изображение, современный молодой человек держит в руках телефон Xiaomi, рядом с ним надпись Power Device в стиле абстракция в вертикальном формате. Пробуем.
Вот такие вот изображения теперь может создавать Gemini. И это еще не все. Я сейчас не буду в этом ролике углубляться в различные стили. Gemini может создавать как винтажные картинки, так и абстракции в стиле аниме и так далее. Вам просто нужно попробовать все эти действия, которые я показал, и придумать свои. Уверен, у вас получатся отличные изображения. Прямо сейчас в нашем телеграм-чате Power Device я скину эти обои в чат. Всем большой привет, кто увидел эти обои в прямом эфире. Также, к слову говоря, отдельно от основного у нас есть еще один телеграм-канал, который называется Power Device обои для телефона. Сюда добавляются эксклюзивные различные обои, так что не забывайте на него подписываться. Все ссылки будут в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться на наш основной канал. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь вам помочь. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.